Ха, Веллимерк. Ну что же, смотрим еще одну модель от этого нового бренда из Китая. Значит, здесь для укорачивания ремешочка нам положили штукенцию и инструкцию, как это сделать, и даже еще вот такую небольшую рекламку. Угу. Ну ладно, рекламка так рекламка. Travel кейсы вот у них нравятся, это прям круто, потому что для поездок прям самое. Вау! Блин, вот это ништяк вообще, а! Вот эта красотулечка прям мне понравилась прям с первого взгляда. Итак, значит, распаковал красотулечка, слушайте, очень красивый, очень яркий, очень позитивный и очень винтажный. Вообще здесь это такой вот частичный, я бы сказал, хомаж Zenith Defy Revival, которые вышли в этом году, а сами являются ремейком своей же модели 69-го года. Правда, здесь у Веллимерк корпус другой, у Зенита он такой гранененький такой. В общем, референс у Веллимерк, так, здесь не указано, VM194. Внутри стоит Seiko NH35, который можно рассмотреть под задней крышкой. Сапфир с внутренним антибликом, 200 метров водозащита, люминофор Superluminova C3 и BGW9 на метках и стрелках, браслет и корпус сталь 316L. Здесь основная часть часов сатинированная, но есть и маленькие детальки, например, вот боковая грань у нас с зеркальной полировочкой. А все остальное действительно сатинирование, и еще есть матирование вот по граням безеля. Безель тоже сталь 316L и стоит кольцо стеклянное, здесь вставка. На официальном сайте где-то $130-140 они стоят, а на AliExpress, соответственно, смотрите, что на момент выхода ролика, я ссылку оставлю, потому что у Веллимерк всегда там есть какие-то купоны, скидосы и так далее. Нужно смотреть и следить. Так, давайте смотреть по характеристикам. По размерам, значит, 42 у нас вот в этой самой широкой части получается, а по безелю что получается? 41. Высота. Здесь немножко возвышается стекло над корпусом, 12,1. Браслет 20. Ширина и от ушка до ушка, здесь короткие уши, 47. Отличный размер, слушайте, отличный. Мое запястье 18,5, и вот у нас что получается. И про запас еще сантиметров 5 имеется, что прям неплохо. Сидят приятно на запястье, потому что, смотрите, короткие уши прям. Первое звено сразу идет немножко косо, чтобы лучше обхватывать запястье. И они короткие звенья у браслета, поэтому прям облегают. Хорошо. Приятненько. Нравится мне, как переливается цифер. И здесь вот, да, грань-то верхняя вот такая, как будто бы гайка. Она тоже зеркальная полировка, так и сразу не поймешь, кажется, что это часть циферблата. Нет, это здесь еще вот так возвышается безель, а между ним рант. Все сделали вот как, собственно, в 60-е годы, 70-е годы. Было много таких дайверов, не только у Зенита, у многих-многих компаний, там и Аквастар и так далее. И у всех примерно были схожие корпусы, такие вот, либо чуть-чуть граненые, либо здесь вот расширенные, как такая вот обрезанная бочечка, и короткие уши с коротким свесом, либо закругленным, либо вот немножко острым, как здесь сделано. Очень такой похожий типаж, и узкий, конечно же, безель. Блин, а мне нравится, это классно. Так, опа, ой, хороший безель, приятно, очень приятно звучит. Четкий такой, жесткий, но в меру. Единственное, что хват, конечно, тяжеловатый, потому что он практически вровень, да, он вровень с корпусом, поэтому не очень удобно браться, но зато нигде ничего не топорщится, нигде ничего мешать не будет, там за рукава, например, тоже нигде цепляться не будет. Это хорошо. Плоская заводная головка такая достаточно, она завинчивается, здесь 200 метров водозащиты. И давайте немножечко стрелочки переведем. Вот так красивенько будет. Опять же, стрелочки у нас из 60-х, когда минутная
крупная такая, с наконечником, ну а часовая поскромнее. И как для дайверской стилистики, как раз читаем здесь на высоте. Плюс есть окошко даты, которое контрастное, но при этом, с учетом того, что метки, видите, здесь печатные метки, они тоже контрастные относительно с циферблата, то дата вполне себе гармонично смотрится. И в целом красиво, мне нравится. Сочетание трех цветов: оранжевый, глубокий такой черный, ну и белые акценты. Белый — это здесь как раз люминофор. Сатинирование, да, по основной части вполне приятно выполнено, особенно с учетом цены. Задняя крышечка здесь, ну, основные характеристики, плюс сеечку красивую посмотреть. Системы быстрой замены браслета нет. Застежка у нас на двойном таком фиксаторе. Много вариантов ее подстроить под свое запястье. Плюс, опять же, скажу, что короткие звенья по безелю, поэтому их и так будет удобно настроить. Безель у нас здесь на штифтах. Ну, опять же, как в 60-х, так что в этом плане все правильно. Ну и по весу у нас получается 157 грамм. Ну, они такие, на запястье чувствуется, и корпус такой достаточно, ну, не то чтобы массивный, но ощущается вес. Я думаю, что эти часы, конечно, интересненько поставить на какой-нибудь ремешочек. И здесь прям большой выбор, чего можно подобрать, от матового черного для чего-нибудь такого оранжевого, собственно, а почему бы и нет. Ну, яркий, сдержанный в плане размеров, но по эмоциям очень такие позитивные часы. И хорошо, что зимой, в нашу вот эту вот двухцветную зиму, когда все какое-то такое грязно-белое и серое, это прям должно радовать, такие часы. Ну, а теперь давайте же макро поглядим. Так, ну у нас достаточно такой высокий здесь циферблат. Внутренний ранц с сатинированием. Аккуратно здесь все по печати. Безель. Корпус приятный. Опять же, вспоминаем цену, и неплохо. Браслет окей. Это, конечно, не выдающийся здесь сатинирование, но сколько там? Меньше, чем 150 баксов. Неплохое за эту сумму. Да, Велимерк радует. Что по итогам? Ну, каждая модель Велимерк, которая была на обзоре на канале, там понятно, что цена плавающая, но, как правило, если вы там со всякими купонами, распродажами все это находите, то цены просто невероятно низкие, и с учетом качества, с учетом проработанности, и с учетом характеристик. Поэтому это очередная удачная модель, и она мне прям вот на нее смотришь, и душа радуется, честно говоря. Хоть это там такой, ну, почти что хамажик, но все равно. Короче, прикольные часы, мне понравились. Пишите, как вам эта модель, что еще может быть показать от этого бренда. Всем пока, с вами был Дэн, увидимся.